Что представляет из себя группа Swans? В чем их уникальность? Какие впечатления они вызывают у обычного человека? Зачем ее слушать? Привет, сегодня меня зовут Михаил, и я вам расскажу о своих впечатлениях о группе Swans, как я с ней знакомился и как менялись мои впечатления за многие годы. Если начать, то Swans — это такая группа. Если вы залезете в Википедию, то вы увидите, что это экспериментальная группа из Нью-Йорка, которая играла в жанре No Wave или типа того. Прикол, такой, в 80-х было очень интересно. Началась первая электронная музыка, появились первые синтезаторы, синтезаторный звук. Появилась новая волна поп-музыки, которую окрестили New Wave, то есть новой волной. Это музыка, которую сделали во многом талантливые продюсеры, подглядели какие-то фишки и интересные технические детали у разного панк-движения, взяли самые интересные элементы оттуда, которые звучали очень танцевально, на электронный мотив, поставили все это на электронные рельсы, на синтезаторные, и появились поп-песенки различные. Классный трек, по которому можно понять, что из себя представляет новая волна, это Nena 99 Luftballons. Послушайте эту песню, и сразу все станет понятно, как звучала музыка того времени. Так, в общем, в Нью-Йорке в этот же момент, в то время как есть поп-музыка того времени, в Нью-Йорке происходит много интересного. В Нью-Йорке в 80-х происходит протест против этой же новой музыки. И его называют именно даже троллингом No Wave. То есть новая волна и никакая волна. И в этой никакой волне все возносится в максимум. То есть если в New Wave что-то приятное, мелодичное, танцевальное, то в No Wave не мелодичное, не танцевальное и не красивое, а во многом еще больше такое провокационное. И вот из этой тусовки, хотят они того или не хотят, выходит группа Swans. Группа Swans — это такой нойз-оркестр. То есть это не группа, а это мини-оркестр, который приходит и просто зашибает тебя огромным таким шумом, шумными волнами. И я об этом расскажу чуть попозже. Я хочу немножко вам показать ретроспективу, сколько лет у меня ушло на то, чтобы понять, полюбить эту группу. Поехали! 2015 год. Я живу в Барселоне. Так мне повезло. Я учился студентом в Барселоне, получал стипендию. Мне повезло. И в один какой-то день я увидел, что выступает группа Swans. Выступает в клубе Sala Apollo. Sala Apollo — это такая знаменитая барселонская площадка, одна из главных концертных площадок. Она чем-то напоминает игру Bioshock. Там, такой зал в таких темных тонах, колонны и балкончики. Все такое немножко а-ля ретро, такое переосмысленное ретро. И приезжает эта группа Swans, я купил на них билет, там была группа какая-то на разогреве, потом выступают Swans, и я пришел на концерт и нихуя не понял. Вообще не понял нихуя. Я не понял, мне ничего не понравилось, я не вкурил. Все, что я помню, это вышла группа, барабанщики, гитаристы, еще что-то. Вышел один, я помню, очень хорошо помню, вышел один мужик, стоял, у него был гонг. Знаете, как в сумо такой, по которому так стучат бдын, или как в «Что, где, когда» бдын. Так это все сильно звенело, что я до сих пор это запомнил. Где-то к середине я понял, что я просто не могу это выдержать. И это просто что-то... Здесь нет ничего приятного, здесь как-то... Мне это не нравится. То есть я не могу даже различить звук гитары, я не могу различить какой-то другой звук, потому что все стало настолько громко, что превратилось в огромную кашу. И я понял, что я не могу больше это слушать, и я свалил. Я впервые, наверное, в жизни просто ушел раньше с концерта, где-то с середины концерта. Я заплатил за это деньги, и я ушел оттуда. Я не помню, чтобы хоть раз я уходил с фильма на середине. Было, наверное, может, 1 или 2 раза, но это фильм, с фильма уйти. А тут я с концерта ушел, офигеть, просто офигеть. Говорит само за себя. И я после этого как-то расслабился. Все, я понял, Swans — это не мое. Шли годы.
Потом мы, типа, переносимся во времени, там, на несколько лет вперед, типа, 5 лет спустя, там, что-то 4, я решаю послушать дискографию Swans еще раз. Я замечаю, как много людей, с которыми у меня пересекаются музыкальные вкусы, то много респекта дается вот группе Swans. Скорее всего, это не просто так. И я, короче, думаю, что нужно дать это еще один шанс. Как иногда люди дают еще один шанс какой-нибудь книге или фильму. Я начал слушать дискографию, название не помню, но, в общем, альбомы там, где ребенок на обложке, там альбомы, где кролик что-то с ножом на обложке, еще какой-то там, где этот знак доллара, еще что-то, вот эти все альбомы, и я понимаю, что, я, видимо, повзрослел, переосмыслил, что ли, себя своим, может, как-то у меня вкусы музыкальные выросли, в общем, я реально проперся с музыки Swans, с этой мрачной атмосферы, вот это вот, как сгущаются, короче, вот эти звуки, как туман такой у тебя в комнату заходит, потом все это заполняется, и потом там как гремит какая-то молния, какие-то фейерверки, еще что-то там, что-то такое мрачное. Я вот это через музыку ощутил, через дискографию Swans, и я решил, что, надо, короче, заценить Swans, когда у меня будет возможность посетить их вживую. И такая возможность представилась. В мой город, в датский Ольборг, приехала группа Swans, но приехал главный фронтмен со своим соло-шоу. Его зовут Майкл Джира. И Майкл Джира в своем соло, он выходит один на сцену с одной единственной акустической гитарой, и по сути он делает то же, что делают Swans, вот этот весь оркестр, но одним человеком. То есть он также потихоньку втягивает вот в какую-то вот этот мрачняк, как будто вводит тебя в состояние гипноза, потом берет тебя за шкирку, начинает петь, берет тебя за горло и, короче, не отпускает до конца концерта. И мужику на самом деле там лет 50-60, на вид, то есть, типа, чувак знает, что он делает. Я такой, типа, как это круто. Хочу еще раз ходить на концерт Swans полноценный. Как бы я живу себе своей жизнью. И вот, несколько месяцев назад анонсируют, что в наш скромный, маленький датский город приезжает группа Swans. У нас город, если что, на минуточку, 200 тысяч человек. Редко к нам кто-то вот такой большой приезжает. Вот приезжает к нам группа Swans, и приезжает не просто куда-то, а приезжает, выступать в церковь. У нас есть церковь в одном из районов, и вот здесь в церкви будет выступать группа Swans. Просто охренеть. Я купил билет, нас собралось человек 8, и мы, пошли на концерт. Уже стемнело, погода такая, уже зимняя, где-то 0 градусов, ветер сильный такой, северный, неприятный. Очень холодно, мы подходим, такие, знаете, это уже мерзнем, подходим к церкви, и я вижу очередь огромную, человек 100. I guess Ильнас will come there. Динамички 4 бустера пришли, правда взять. Очередь в церковь, то есть тяжело вообще себе такое представить. Мы стоим в этой очереди, заходим в церковь, а там все в таком кроваво-красном свете, такая подсветка кроваво-красная. То есть представь, что ты сейчас... Очень много людей, люди ходят туда-сюда, ожидают концерта. Потом я понимаю, что там можно пиво купить в этой церкви. Можно купить пиво, можно купить чипсов. И мы, покупаем эти пиво и чипсы, мы садимся, вы знаете, как на скамья вот этой католической церкви, или как там, не разбираюсь в этом. Садишься, открываешь пиво, вот это, знаете, щелчок, вот этот открытие пивной банки в церкви, как будто, что-то реально с другой планеты. И я могу вам сказать, что даже для Дании это нетипично. То есть Данию, если вы подумали сейчас как все свободно в Дании, что у нас тут каждые выходные рок-концерты в церкви происходят, тем более нойз, оркестр в церкви. Слушайте, это нетипичная вещь. То есть даже для датчан это нетипичная штука. И вот, мы сидим с этим пивом, с этими чипсами, и на разогреве выступает Мария Хорн. Мария Хорн должна разогреть, сделать вот эту атмосферу, чтобы мы, в нее погрузились, чтобы представить Swans, в наиболее выгодном свете, что ли, не знаю. Приготовить нас к тому, что будет дальше. И я привел своих друзей. Я привел еще, кстати, своих друзей, которые,
ни разу не слышали группу Swans, ни разу не слышали ничего из подобной музыки. И вот мы сидим, выступает Мария Хорн, чисто на синтезаторах, то есть вышла одна женщина, и на синтезаторах нас как бы начинает втягивать вот в эту во всю атмосферу. По ощущениям это очень сильно похоже на музыку из мультика «Тайна третьей планеты». Эдуард Артемьев ее описал. Но вместо вот всей этой дружелюбной атмосферы, вместо всех этих мультяшных планет, каких-то там с растениями, с одуванчиками, с маленькими дружелюбными роботами, уж больно здесь красиво. Жди беды. Все, короче, какое-то, наоборот, мрачное, полуживое, с проблеском надежды, и все в таком духе. И вот она как бы нас потихоньку втягивает вот в эту атмосферу. То есть можно сказать, что Мария Хорн была дружелюбна по отношению, в целом, к любому слушателю. Я думаю, что большинству бы это понравилось. Потом разогрев заканчивается, можно было купить себе еще пиво, можно было выйти на улицу, из церкви выходишь, покурить сигарету, потом зайти назад, тоже очень интересный опыт, мне понравился. Потом мы заходим назад, и концерт продолжается. Начинает выступать группа Swans. Ощущается музыка примерно так, что когда мы рассказываем какую-то историю, когда у нас есть какой-то фильм, у нас сюжет двигается по определенной шкале. У нас типа вот история, начало и конец. И у нас история постепенно нагнетается. Конфликт идет куда-то вверх. Все время ситуация ухудшается. Потом у нас есть какой-то типа катарсис, какой-то момент, когда полный пиздец, хуже уже быть не может, нужно что-то с этим делать. Главный герой что-то с этим делает. Он там побеждает или проигрывает. Конфликт как бы разрешается, все идет вниз. И потом идет снова по поступательной. То есть потом снова начинаются какие-то события, которые ухудшают ситуацию, и делают ее еще хуже, и потом конфликт выходит на новый уровень пика. Там какой-нибудь там плохой чувак, доктор Осьминог и Спайдермен встретятся в конце фильма и подерутся там за жизнь и любовь Мэри Джейн, и все в таком духе. И вот типа это будет пик. Но самый прикол, что, короче, в музыке, в книгах, там еще где-то в литературе, во всех каких-то творческих таких вещах этот пик длится очень недолго, потому что как бы очень сложно удержать вот эмоционально человека в этом пике. Мы очень сильно переживаем там за героев или еще за что-то. И если для нас какая-то опасная ситуация для главного героя будет длиться слишком долго, мне кажется, не каждый выдержит это. Так, короче, когда выступают Swans, вот этот момент пика, он не просто длится мало, он не просто длится коротко, он длится очень долго. То есть тебе вместо того, чтобы к этому пику подойти, они подводят его вот своими инструментами, своим вот этим шумным звучанием, они тебя подводят медленно, и когда они подходят к этому пику, ты ощущаешь, что все инструменты как будто на всех диапазонах звука, во всех частотах звука, они как будто в каждом играют на максимум. Они прямо вот атакуют тебя. Это как будто такая, знаете, стена звука невидимая. Я ее не вижу, но я ее ощущаю. И в этом прикол, что невозможно прочувствовать это через камеру или через просто послушать музыку в Spotify. Ты, должен сесть и прочувствовать это на концерте. И ты, когда чувствуешь эта волна звука, вот она тебя накрывает, и она держится на этом пике, держится.
и после этого постепенно сходит вниз. Вот так это ощущается. Как будто огромный ураган, как будто я иду, было тихо, потом тучи сгустились, началась какая-то темная атмосфера, знаете, типа начался небольшой такой ветер, какие-то пакеты начали летать, потом, там какие-то флаги или вывески с магазинов начали срываться, потом ветер настолько типа усилился, он настолько стал суровым, что эти дорожные знаки начали вот так вот типа болтаться. После этого, например, тебя уже сносят, ты уже должен держаться сам за какой-нибудь столб, машины передвигаются, и, короче, начинается гроза, вот это все пиздец, просто полная жопа начинает надвигаться, и вот это, короче, группа Swans. Вот эта волна тебя накрывает, и чтобы выдержать в этой волне, ты как будто должен, не знаю, себя как-то... Ты сидишь и ощущаешь эту вот эта стена звука, это как будто не стена, а как будто огромная цунами-волна, то есть гитары, барабаны, какие-то там духовые, синтезаторы, еще что-то, и вот это все настолько на максимуме играет, накрывает тебя вот этот... Ты противостоишь, ты сидишь один и противостоишь всей этой волне звука, которая льется на тебя, усиливается, и ты чувствуешь, что как будто это цунами, которое тебе сейчас вот так вот накроет, нужно как-то этому себя противопоставлять, типа нужно как-то защищаться, и в этот момент я, знаете, как вот по утрам ты идешь в школу или в университет, на тебя такой ветер огромный несется, сильный ветер, и ты специальным образом голову наклоняешь, чтобы защититься от этого ветра, чтобы он на тебе так сильно в тебя не дул тебе в лицо, и чтобы он тебя не снес куда-то туда-назад. То есть ты как-то меняешь положение тела специально, чтобы тебя ветер не унес куда-то там, ты не отлетел назад. И то же самое я делал на концерте Swans. То есть я специально немножко наклонился так, чтобы защитить себя от этого, не от ветра, а от звука. Вот, короче, в чем был прикол. И вот с этого я дико проперся. Конечно, в церкви, когда, типа, мы были в этой церкви, там все это в красных тонах, в красном свете, красная подсветка, висит этот портрет Иисуса Христа на дальней стене, эти свечи горят, невероятно как-то тебя погружает в атмосферу. И вот в этом, мне кажется, феномен группы Swans, типа, что музыка, оказывается, бывает вот такая. Есть музыка классическая, там какая-то танцевальная, есть музыка диско, есть музыка там фолк, кантри, еще что-то, есть музыка инструментальная, есть музыка чисто ambient, без битов, есть музыка джаз, есть музыка классическая, а есть, короче, вот такая музыка. И я считаю, что как бы это в каком-то мере челлендж, но в то же время я наслаждался этим, я сидел и наслаждался этой музыкой. Это действительно музыка. И я считаю, главная мысль этого видео, я считаю, что Swans — это одно из музыкальных чудес света. И я бы каждому рекомендовал, кому интересна музыка, кто любит музыку, вот побывать на концерте Swans и понять, что музыка, оказывается, бывает вот такая. Вот это тоже музыка, и вот это тоже вот она такая самобытная, она совсем другая. Это вот другая, абсолютно параллельная реальность. И в этом, короче, кайф. А на этом все. Всем желаю удачи. Пока. Hey.